Добрый день! Хотим вас поприветствовать в нашей кулинарной академии Кент. И сегодня мы продолжаем готовить мелкоштучные десерты. Сегодня у нас на очереди это птичье молоко. Наверное, оно вам очень хорошо с детства знакомо. Были конфеты птичье молоко или даже торт. Мы сегодня будем готовить это птичье молоко, используя только кухонную машину. Для начала мы что сделаем? Вы можете ароматизировать свое птичье молоко любым, каким захотите ароматизатором. Это может быть ваниль, цедра, апельсина, лимона, неважно. В нашем случае это будет боб-тонко. Боб-тонко мы его натрем. Его необходимо в малых количествах. Никогда не используйте боб-тонко в больших количествах, он ядовит. Только небольшое количество, его будет достаточно для ароматизации ваших десертов. Дальше что мы делаем? У нас есть сгущенное молоко и масло. Мы это все объединим и взобьем до белой такой пышной смеси с помощью насадки для мягких смесей. Приступим. Все продукты у нас комнатной температуры. Масло, консистенция помады. И просто включаем на перемешивание где-то на 4-5 скорости. Наше масло побелело, слегка увеличилось в объеме. Видите, как у нас красивая получилась масса. Масло со сгущенным молоком мы просто отставляем и занимаемся сиропом. Теперь мы делаем базу для нашего птичьего молока. Что мы сделаем для начала? Мы берем агар и воду. Если вы уверены в своем агаре, вы можете сразу заварить сироп. Если вы в агаре не уверены, вы смешите два ингредиента, агар и воду, и добиваетесь, смотрите, получается у вас гель или нет. С помощью воды и агара вы уже образовали гель, потом уже добавляете сахар и глюкозный сироп. Мы будем делать все как с самого начала, смешиваем агар и воду, будем добиваться геля. На данном этапе вы можете просто с помощью лопатки объединить агар и воду, можете установить насадку венчик, но сейчас она не так обязательна. Просто слегка перемешали, закрываем машину, устанавливаем температуру 115 градусов, подтверждаем. Обязательно проследите, чтобы у вас все кожухи, все было полностью закрыто на машине. Ждем, пока наш агар с водой образует гель. Гелеобразный станец. Мы открываем машину и добавляем сахар и глюкозный сироп. Глюкозный сироп советуем вам смешать с сахаром, чтобы его проще было достать сразу же. А иначе вы его вообще не достанете. На этом этапе, когда вы добавили уже сироп глюкозы и сахар, можете одеть уже венчик. Оставляете температуру 115 градусов, можете поставить деликатное повешение и ждем, пока наш сироп достигнет 115 градусов и будет кипеть активно. Помните, что проверить температуру вы можете однократно нажать на кнопку на кухонной машине. Наш сироп достиг необходимой температуры. Теперь мы выключаем температуру. И просто остужаем наш сироп до 75 градусов. Затем мы введем белок, увеличим при этом скорость взбивания и потом добавим наше масло, которое, помните, мы взбивали вместе с сгущенным молоком. Не забывайте нажимать кнопку ВСВТ, когда вы работаете температурой и вам нужна высокая скорость помешивания. Наша масса жидкая, смотрите, мы сейчас ее быстро переливаем в форму и отправляем в холодильник на сутки. Смазываем, чтобы потом было проще достать, смазываем нашу все поверхности маслом. Работайте быстро, агар застывает. Убираем на сутки в холодильник для стабилизации.
прошли сутки, наше птичье молоко стабильное, вот оно никуда не вытекает, не переливается. Что мы сейчас будем делать? Мы взяли какао-порошок и декстрозу. Вы можете взять просто сахарную пудру, но будет и так слишком сладко. Декстроза – это сахар, менее, просто так скажем, не вдаваясь в подробности, менее сладок. Вы можете взять кокосовую стружку, какие-либо другие топпинги. Вы можете взять пудру малины, какие-либо другие сублиматы, или перетереть их, или взять уже сами пудру и обвалять. Что мы делаем? Смотрите, вы можете взять нож. У нас очень удобно, это шпатель для шоколада. Мы берем. В идеале, конечно, если у вас шпатель сразу же, у нас рамка была чересчур большая, поэтому не такое толстое наше птичье молоко. Если рамка была бы поменьше, оно было бы более квадратное. И удобно было бы таким шпателем резать. Смотрите, обратите внимание, все легко отходит, потому что мы все полили полностью растительным маслом, помните, из спрея. Тогда очень легко все отходит. Смотрите, мы возьмем вот так, отрежем. И вот сюда. В идеале, смотрите, шпатель нужно каждый раз счищать. И еще его можно смазать растительным маслом, тогда ничего тянуться не будет. И вот сейчас отличный глазомер, вам очень повезло. Я этим не всегда страдаю. У меня все в крив и в кось. Наше птичье молоко, обваляем его в какао. Оденьте перчатки, чтобы не сильно пачкать руки. Если у вас есть желание и время, вы можете затемперировать шоколад и окунуть их в темперированный шоколад. Тогда получится уже конфеты, птичье молоко. Птичье молоко наше готово, вы можете обвалять совершенно в любом топпинге, радовать себя и своих близких и есть то самое детское птичье молоко.